Всем доброго раннего утра. Итак, друзья мои, сейчас я включу вспышку, и мы с вами будем говорить. Перед вами статуя Кришны и Радхи, которые известны в мифологии, в истории богов, как любящие и преданные друг другу пара. И сегодня я хочу подарить очень важный ритуал практикам, но это послушать будет очень кстати и обычным людям. Доброе утро. Итак, в нашем мире мы подвержены всяким влияниям. Тем более молодые люди. Люди, которые только начинают вставать на ноги, люди, которые только думают о семье и прочее, прочее. Мы можем поддаваться воздействием, извиняюсь, туманящим разум, мороком, наваждением, всякого рода, знаете, ухищрением, убеждением и прочее, прочее. И это все вместе взятых может разрушить брак, разрушить семью. Я хочу подарить практикам такой ритуал, который поможет им воссоединять людей, которые любят друг друга, но им что-то мешает. Ну, например, вот муж с женой постоянно ссорятся, постоянно какие-то у них проблемы сексуального характера, ненависть друг к другу, раздражение на пустом месте и так далее. Может быть, кто-то наводит эту мороку, кто-то пытается их рассорить, или кто-то не специально, но воздействует на эту пару, понимаете? Воздействует своим влиянием, воздействует своей отрицательной энергией. Даже бывают такие моменты, когда человек уходит и живет с другой женщиной, или женщина уходит, пытается построить новую семью. Нужно ли вмешиваться? Я считаю, что в таких отношениях нужно. Объясню почему. Потому что, знаете, как говорят, ты потом мне спасибо скажешь за то, что я спас тебя от очень страшной и судьбоносной ошибки. Если ведьма видит, что между людьми действительно есть искра, что между людьми действительно есть любовь пока еще, да? Настоящие чувства. Настоящие чувства, они обладают огромной энергией. Поверьте мне. Но они не могут понять друг друга. У них злость, ненависть. Он начинает пить, он начинает вести себя неадекватно. Она начинает, мечтать о другом человеке и прочее, прочее. То есть ты видишь, что у людей любовь действительно, и они завтра очень сильно пожалеют об этом. Но каждый из них находится под воздействием каким-то. Или прямым воздействием, словесным воздействием, которое убеждает их друг от друга разойти, или энергетическим воздействием. В общем, на них давят, прессуют, и эта пара расходится. Но они должны быть вместе, потому что у них действительно настоящая любовь. Вот как быть в этой ситуации? Дорогие друзья, когда начинают советовать, вот, делайте приворот, мне смешно. Привораживать человека, который тебя любит, ну, это я даже не знаю. Это все равно, как сверх шубы надевать еще и дубленку. Вот это настолько несовместимо просто, понимаете? Зачем привораживать того, кто тебя и так любит? Зачем губить? Зачем призывать в жизнь черных демонов, которые со временем все это к чертовой матери разрубят? А что делать в этой ситуации? Как воздействовать и восстановить любовь, восстановить семью, тем более, если у этой семьи есть будущее,
есть дети и прочее. Но вот какой-то момент жизненный так вот случается, что вот они уже расходятся, разводятся, вообще непонятно по каким причинам. Ненавидят люди друг друга, просто все. Вот рушится буквально все. Не могут они остановиться. И это нужно остановить, это нужно убрать и восстановить отношения. Марокко. Это называется Марокко. Иди сюда пусть. Марокко могут специально навести. Марокко может получиться от того, что люди ненавидят эти постоянные посылы ненависти к этой семье. Марокко может получиться из-за того, что родители лезут со своими советами, то есть давят психологически, морально и своей этой энергетикой. Понимаете? Послушайте, если у вашего мужа любовница, не надо проводить никакие обряды. Надо чемодан собрать и вашему мужу сказать: ёбан забит ты отсюда, чтобы я тебя не видела. Вот просто толкнуть за дверь и нахер послать, а не сидеть как гусыня и проводить какие-то ритуалы из-за того, что у него любовница. Тут Марокко ни при чем. Не надо лезть со своими нравоучениями. Если я говорю о любящей паре, которые расходятся, которые по непонятным причинам причиняют друг другу боль и расходятся, я не говорю о тех кобелях и козлах, которые держат любовниц, а их дуры, тупорылые жены сидят и делают какие-то ритуалы, чтобы их вернуть или что-то там делать. Вы меня поняли или нет? Я не про этот случай говорю, что вы сразу полезли со своими тупыми нравоучениями и советами. Вот у меня муж, там любовница. Если у мужа есть любовница, значит, ты лохушка. По жизни лохушка, и такой и останешься, и сдохнешь также лохушкой. Все, задрали. Я говорю о молодых людях, которые, не понимая друг друга, под воздействием, под влиянием могут разрушить свою семью, когда у них действительно настоящая любовь, через некоторое время пожалеть. Это совершенно другое. А то, блин, пришли тут: ой, у нас тоже любовница, вот это. Если у моего мужчины есть любовница, пошел он нахер. Он для меня умер, сдох, я ему крест поставила, памятник заказала. Все, он для меня не существует. До свидания. Одно дело там с путанками какими-то там шашни заводить, не знаю, с мужиками позвать в сауну. Другое дело, когда он живет с другой женщиной, как с женой. После этого приходит домой, да пошел он на 3 буквы. Нет, я сейчас буду ритуалы делать, его возвращать. Ага, сейчас. Не путайте, пожалуйста, это дело с трамвайной ручкой. Я говорю о том, что незрелые умы молодых людей могут просто под воздействием подруги, которые убеждают очень хорошо, мамы, соседки, еще кого-нибудь, разрушить свою семью, которую нельзя разрушать, которая действительно построена на любви. Это одно. Вот, любовница, там она виновата. Вот любовь, когда мне начинают говорить: вот он под воздействием, это же любовница, вот он же там это самое. Давайте, оправдывайте своих козлов как можно больше. Они под воздействием бедные несчастные. Ага, конечно. Почему он под воздействием свое дерьмо не сожрал, если он под воздействием был? Он же соображает, что этого делать не надо. А вот под воздействием почему-то бросил своих детей и пошел, лег с другой бабой и живет с ней. Под воздействием. Сколько раз вам, лохушка, можно объяснять, что если мужчина не подвержен предавать, никто никогда его не заставит предать семью. Никогда. Были мужики, которые приходили со своими женами снимать всякие воздействия и привороты. Сами лично говорили: меня тянет к ней, я не хочу туда идти. Давай мне что-нибудь сделай, помогай. Какие-то уходили в спорт, какие-то в работу, но они себя держали в руках, чувствуя, что что-то творится помимо их воли. Только, понимаете, только баранов и телят могут за эти, за шкирку тащить и отвести. Ни одного мужчину сильного никто никогда не забрал и не заберет. Кто склонен предавать, тот и предает. Не надо мне эти сказки рассказывать. Он же под воздействием был. Да что ты такое говоришь? Вот ты женщина, ты слабее, по сути. Тебя может кто-нибудь увести и положить в постель под воздействием? Это реально вообще? А кто уходит под воздействием? Знаете кто? Кому не хочет заботиться о семье, кто ищет легких путей, чтобы не работать, потому что дома жена, дети, кушать хотят, работать надо, создавать надо. А там что?
Там старая баба, которая там уже 50 лет, ей ни хера не надо, ничего не надо, у нее все есть, машина тебе на, квартиру возьми, только спи со мной. Ой, под воздействием бедный, несчастный. Каким воздействием? Он сам предатель, по сути. Предатель, который ищет легких путей. Вот он нашел и побежал. Хватит. Не занимайте мое время на своих козлов. На нервы действует. Иди сюда, пусть. Сейчас всю злость на тебя вымещу. Иди сюда, пусенок. Все, сбили меня с толку. Так. Конечно, это хлеб аферистов тут же. Ой, давай приворот, мои хорошие, под воздействием, он не виноват, давай сделаем приворот, чтобы он вернулся. И давай тянуть с вас дур деньги. Давай, давай, деньги, деньги, деньги. А потом говоришь, а что-то он не вернулся, а что такое? Да ты знаешь, моя хорошая, там еще соседи какие-то там сделали порчи на него, надо еще снимать. До того момента, пока тебя полностью не выдает до полного изнеможения по полной программе, уже все твои денежки не заберут, и потом тебя нахер послали, кинули черный список. Вот так и будут с тобой работать. Это их хлеб. А я вам говорю, нефиг платить туда-сюда. Ушел? Давай отсюда. Еще дальше иди. Потому что ни один мужчина, который не склонен предавать, не уйдет. Он будет метаться, он будет злиться, у него будет все что угодно, понимаете? Вот все что угодно, но он никогда не уйдет. А вы еще деньги тратите каких-то уродов моральных обратно возвращать. Верните мой мусор обратно домой, не могу без него. Угу. Сейчас он вернется и фрак наденет, и тут же станет джентльменом, и будет о вас заботиться, любить, обожать, цветы покупать, я не знаю, и трусы менять вам. Ждите. Не, вы сами подумайте, нахрен нужен тот мужик, когда надо всю жизнь дрожать за то, что вот сейчас опять уйдет, сейчас вот мой приворот сейчас разрушится, сейчас все, что я начитала, силу потеряет и снова уйдет. И вот всю жизнь будете вытаскивать из разных постелей. Вам больше делать нехер. Ушел и пошел нахер. Как говорится, ушел и гантели с ним. Так, теперь послушайте меня, дорогие друзья. Этот ритуал для практиков, для того, чтобы восстановить семью, если люди расходятся. Это не говорит об измене, о любовниках, любовницах. Просто люди расходятся, отдаляются друг от друга, рушится семья, и просто вот на ровном месте. И есть настоящая любовь. И эту любовь как восстановить? Что делать в этом случае? Да, многие вот, например, не знают. Начинают... Доброе утро. Многие хватаются за привороты, многие хватаются за зазывы и прочее, прочее, потому что технику не знает этого всего. И вот как бы не знает, как вернуть эти отношения, как семью воссоздать, восстановить и исправить. Вот вам даю такую уникальную технику, но это практикам. Я еще допишу, я забыла дописать рядом, я допишу. Это для практиков. Если забыла, конечно, не помню сейчас. И делают это практики. Достаточно снять практику мороку. Да, достаточно снять мороку с этих отношений, но снять очень сильно, очень хорошо снять, с призывом определенных демонических сил, с которыми они работают. Проводить это нужно 6 вечеров к ряду, или 6 ночей, или ранним утром, пока день не вошел в свои права. Сейчас просто я показываю это все, да, на самом деле вот в это время. И, значит, 6 вечеров к ряду, нужны их фотографии. Я, поскольку здесь просто показываю фотографии, я не ложу. После каждый раз фотографии лицом друг к другу вот так, значит, положить, обмотать красной тканью и в красную материю спрятать. И в конце, когда уже 6 ночей начитано, точно так же сделать и спрятать в красной материи в укромном месте, отдать людям, для которых ты проводишь, чтобы они где-то спрятали. Ну, когда уже вернутся люди, все восстановится, ничего страшного, можно развязать эти фотографии, просто разложить, как обычно. От этого ничего не меняется. Но в этом случае нужны фотографии,
Показываю. Значит, вот такая емкость, тарелка с морской солью. Именно с морской солью. Значит, смотрите, 3 свечи восковые, обычные свечи, воск, желтый воск. Нужно вот так вот связать, вот как паутина, морочище, понимаете, как вам сказать, переполох, как вот запутанность какая-то, в общем, чтобы она сгорела вместе с этим. Вот это благовоние. Алтарь можно создать согласно своему вкусу, но некоторые вещи обязательно должны быть. Морская соль, 3 свечи. Можете отдельно поставить, просто у меня есть вот это как бы подсвечник такой, и поэтому я как раз он удобен. Черная свеча. Ну, для освещения. Здесь поставила просто алтарную статую Кришна и Радха как символ вечной любви, как символ любящих божественных пар. И, значит, кусочек материи черный, в который нужно это все завернуть потом. Теперь нужно зажечь черную свечу и прочитать над свечой, а потом начать зажигать вот эти 3 свечи. Пока это все горит, нужно читать 6 раз. Вот дочитали, свечи догорели, упали сюда на соль. Вместе с солью собрали, значит, черной материи связали и относите на перекресток. Но перекресток желательно такой малопроходимый, то есть, ну, это может быть лесополоса, это может быть такое, знаете, перекресток пешеходный, но, скажем так, не в центре города, то есть отвести. В этом случае вы можете отдать в руки человеку, который у вас заказал эту работу, если он рядом живет, если недалеко. Потому что сейчас, скажем, есть возможность, да, раньше люди приезжали, что попросить. Сейчас у людей есть возможность свою информацию отправить по электронной почте, по WhatsApp, то есть те же самые фотографии, которые сохраняют энергетику человека и так далее. Поэтому если вы проводите с людьми, которые пришли к вам лично и попросили, то откуп вы можете дать им в руки. Они будут этот откуп относить и оставлять. Оставляется 6 монетами, молча, без слов, без ничего. Ничего не надо говорить, просто оставляйте. Вот, значит, положить рядом монеты, отвернуться и уйти. Все. 6 ночей к ряду. Итак, здесь есть название и призыв великих демонов, поэтому, естественно, когда некоторые говорят, а вот для простых людей, вы поймите одну вещь. Дело в том, что работы для практиков и для простых людей отличаются не только тем, что здесь написано для всех, а здесь только для практиков, а тем, что для того, чтобы делать работы для практиков, твоя энергия должна годами к этому привыкнуть. Ты должна работать с пантеоном демонов. Невозможно один раз взять и сделать. Дорогие друзья, может получиться, но по башке можно получить за это потом очень неплохо. Понимаете меня? Очень даже. Так что есть вещи, которые вам можно делать, и их немало. А есть вещи, которые должны делать практики. И это не обсуждается. Почему и как? Да потому что уже об этом говорилось и объяснялось 100 раз. Одно дело, когда тебе врач говорит, и ты идешь покупаешь лекарство, пьешь. Другое дело, когда нужно делать операцию на сердце. И давай спрашивай, а почему я сам не могу делать операцию? Я же вон таблетки же могу пить. Таблетки ты можешь пить, потому что их продают везде. И их нужно просто анальным способом кинуть себе в тело. Но когда тебе нужно более серьезное лечение, да, ты не можешь никак там по инструкции, например, купить инструменты и делать себе операцию. Это делает уже профессионал. Вот в чем дело. Потому что у него есть инструменты, и у него есть право, потому что он знает, каким образом исправлять, если ты истечешь кровью, успеть зашить тебя и так далее. То же самое в этом деле. Если
что-то не так пойдет, вы не будете знать, как это исправлять. А профессиональный человек это знает. Сейчас, секунду. Итак. Угу. Ай. Укусила. Руки у меня казенные, однако. Так, свеча. Начинаем. Прочту или один раз, или два раза, не знаю. Посмотрим, насколько у меня сил хватит, потому что устала. В царстве теней между Навью и Явью черный лес колдовской. На гиблой земле, да в болоте растет смертный дуб. А на ветке того дуба паук Марокко обитает. Он пощады не знает, милосердия не ведает. Оплетал тот паук до сознания, до подсознания, до костей и крови. Судьбы тот паук запутал, оморочил, отуманил, навел наваждение. Имена нужно называть, я не называю имена. Направил Марокко с любого боку, с ветреной и подветренной. Запутал, в туман окутал, пути дороги закрыл, имена. Любовь чуть не разрушил, чуть не загубил. Я беру огонь в руку, великих духов призываю. Любовь, имена их, от мороки спасаю. Зажигайте. Так. Начинает гореть. Дороги друг другу открываю. Дороги друг другу очищаю, пути открываю, препятствия сметаю, мороку паутину сжигаю. О силы демонические, слова мои магические, колдовская ночь, убери мороку от таких-то прочь. Я призываю силу великих демонов. О Абадон, властитель бездны. О Абигар, великий всадник. О Азазель, знаменоносец. О Ахирон, хранитель огня. Внемлите голосу, услышьте меня. Вашей силой вооружена, священным огнем, силой колдовской. Снимаю мороку, сжигаю паутину, чары разрушаю, любящие сердца, имена. Друг другу возвращаю, любовь соединяю. Сойди с них морока и наваждение, что было наведено или наслано, все силами демонов снято, сожжено, уничтожено. Наваждение и морока, сгорите, черный паук испепелись, дорога влюбленных откройся, любовь воедино соединяйся. От моих могучих слов колдовские силы пришли в движение, и воля моя свершилась. Феппе, 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 и во имя всех дьяволов свершилось, заклято. Вот такие сильные работы. Но у нас слабых и не бывает, да? Если уж по-честному. Еще раз делаем. Итак, когда я закончу, потом я уже начитаю на имена, но здесь не хочу их имена называть, потому что, не стоит. И фото, естественно, показывать не могу. Царстве теней, между Навью и Явью. Черный лес колдовской, на гиблой земле, да в болоте растет смертный дуб. А на ветке того дуба паук Марокко обитает. Он пощады не знает, милосердия не ведает. Оплетал тот паук до сознания, до подсознания, до костей и крови судьбы. Тот паук запутал, оморочил, отуманил, навел наваждение, направил мороку с любого боку, с ветреной и подветренной. Запутал в туман, окутал, пути дороги закрыл. Любовь чуть не загубил. Я беру огонь в руку, великих духов призываю. Любовь таких-то от мороки спасаю. Дороги друг к другу очищаю, пути открываю, препятствия сметаю, мороку паутину сжигаю. О силы демонические, слова мои магические, колдовская ночь, убери мороку от таких-то прочь.
Я призываю силу великих демонов. О Абадон, властитель бездны, о Абигор, великий всадник, о Азазель, знаменосец, о Ахирон, хранитель огня. Внемлите голосу, услышьте меня. Вашей силой вооружена, священным огнем, силой колдовской. Снимаю мороку, сжигаю паутину, чары разрушаю, любящие сердца друг к другу возвращаю, любовь соединяю, сойди с них морока и наваждение, что было наведено или наслано, все силами демонов снято, сожжено, уничтожено. Наваждение и морока, сгорите, черный паук испепелись, дорога влюбленных откройся, любовь воедино соединяйся. От моих могучих слов колдовские силы пришли в движение, и воля моя свершилась. Фэпэ, 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 и во имя всех дьяволов свершилась, заклято. Фух, еще раз почитаю. Прямо аж сила прибавилась. Однако, как в том фильме, да? Однако. В царстве теней между Навью и Явью черный лес колдовской, над гиблой землей, да в болоте растет смертный дуб. А на ветке того дуба паук Морока обитает. Он пощады не знает, милосердия не ведает. Оплетал тот паук до сознания, до подсознания, до костей и крови. Судьбы тот паук запутал, оморочил, отуманил, навел наваждение, направил мороку с любого боку, с ветреной, с подветреной, запутал, в тумане окутал. Пути дороги закрыл, имена. Любовь чуть не загубил. Я беру огонь в руки, великих демонов призываю. Любовь от мороки спасаю, дороги друг к другу очищаю, пути открываю, препятствия сметаю, мороку паутину сжигаю. О силы демонические, слова мои магические, колдовская ночь, убери мороку от таких-то прочь. Я призываю силу великих демонов, о Абадон, властитель бездны, о Абигор, великий всадник, о Азазель, знаменоносец, о Ахирон, хранитель огня, внемлите голосу, услышьте меня, вашей силой вооружена, священным огнем, силой колдовской, снимаю мороку, сжигаю паутину, чары разрушаю, любящие сердца друг к другу возвращаю, любовь соединяю, сойди с них морока и наваждение, что было наведено или наслано, все с силами демонов, снято, сожжено, уничтожено. Наваждение и мороки сгорите, черный паук испепелись, дорога влюбленных откройся, любовь воедино соединяйся. От моих могучих слов колдовские силы пришли в движение, и воля моя свершилась. Фэпэ, 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 и во имя всех дьяволов свершилось, заклято. Так, вот, друзья мои, еще раз показываю этот замечательный алтарь. И еще раз говорю практикам. Если вы хотите вернуть друг друга, то есть влюбленных друг к другу, то вот этот ритуал самое то, что можно провести. Без лишних там движений, без лишних каких-то, как его называется, приворотов и прочее, 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 прочее. Просто очистите влияние, просто очистите все то, что мешает молодым людям быть вместе, или не совсем молодым, неважно, влюбленным людям, которые действительно любят друг друга. И тогда вам не придется ничего делать, просто уберете препятствия, они соединятся сами. И каждый раз откупайтесь, когда люди соединятся, когда они будут вместе, этим людям следует сделать некий дар ведьме. Так положено, так нужно. То, что они посчитают нужным. Ну, помимо тех условий, на которых она работает, собственно говоря. Всем удачи, всех благ. Пойду я пару часов посплю все-таки. Потому что уже который день так без сна сижу и работаю. Реально устала. Сегодня еще был, мне вчера еще день отчетов. И мне еще нужно... Чего? Не знаю, что это означает, и знать не хочу. Сегодня у меня еще день отчетов был, поэтому я еще не успела даже ответить. Так что я буду отвечать в течение дня, вот 2, всем отвечу. Всем, кому, с кем я работаю, и, естественно,
кто раз в неделю по пятницам мне отчитывается о своем состоянии. Мне плевать на твою ситуацию, на твоего мужа. Да, сейчас побежала тебя вот очищать, дура. Вот прям бегу уже чистить. Заблокировал и правильно сделал. Задолбали и задрали меня. Мало того, что я вам дарю, так еще и каждому идиоту я должна сидеть и объяснять, вот как читать, что делать, куда отнести, как чего. Там все сказано, сколько можно меня напрягать. В конце концов, я человек или кто? Я вам дарю, еще и должна вот этим всем 200-300 тысяч людям каждый божий день, значит, объяснять, да, что куда ложить. И как сделать, и куда поставить. Ни стыда, ни совести, ни хера. 2 часа ночи, 3 часа ночи пишут мне. Сначала начинается с похвалы. Ой, вы такая замечательная, спасибо большое, дай бог здоровья. Потом начинается. Помогите, муж ушел, помогите, помогите это сделать, помогите, чистите. Я говорю, идите сделайте, там же сказано. Ой, я что-то боюсь, я не умею, а вы сами можете мне делать? Да, уже бегу, все. Бегу всех очищать, всем помогать. Угу. У меня на лбу написано, что я дура, нет? Ну тогда и нечего писать мне. Надоели. Все. Всем удачи и всех благ.